Просто посмотри на экран. Видишь эти цифры? Это результаты бэктестов стратегии, которую мы сегодня разберем по полочкам. Win-rate за 80%, профит-фактор на высоком уровне, большое количество трейдов для статистической значимости, большое количество трейдов закрывается в плюс. Это результаты бэктестов этой стратегии на продолжительной истории. И я знаю, о чем ты подумал, тебе просто повезло на одной из монет такую статистику получить. А вот и нет. Я покажу следующий слайд. Смотрите дальше. Это результаты 4 бэктестов по разным монетам, которые дают такие же результаты. И этих бэктестов очень много. Вся стратегия дает такие результаты на многих парах. Картина та же самая, зеленый PNL держится везде. Но мы пошли дальше. Не просто погоняли цифры на истории, а проверили это в лайве. И на мануальной торговле тоже проверили. И знаете что? Реально совпало с тестами. Я знаю, вы ждали этот ролик 2 месяца, больше 2 месяцев, поэтому присаживайтесь поудобнее. Будем разбирать стратегию парного трейдинга, о которой 90% даже, скорее всего, и не слышали. Вот результаты лайв-торговли алго-ботами. Боты были запущены больше 3 недель назад, и вот такие результаты получены. Все держится на высоком уровне, win-rate на высоком уровне, поэтому стратегия показывает хорошие результаты и при алго-торговле. Окей, погнали. Речь про нашу новую разработку. Мы запилили полноценный комбайн для парного трейдинга. Тут и индикатор есть, и встроенный бэктестер, и куча полезных фишек. Но главное, он не просто рисует красивые картинки на истории, он показывает реальный результат в лайве при алго-торговле. В целом, для кого это видео? Посмотрим на список слева. Если узнаете себя, во-первых, вы банально устали гадать направление рынка, вверх или вниз. Во-вторых, ваш результат нестабилен. В-третьих, бесит, когда привычные стратегии вдруг перестают работать. Стоит рынку немного поменять фазу. В итоге у вас много стресса и мало понимания процесса. Если это про вас, смотрим список справа. Мы предлагаем альтернативу. Это торговля без прогноза цены. Вообще. Мы работаем с дисбалансом, а не пытаемся поймать тренд. И вместо интуиции у нас четкое понимание математики и статистика. Внизу итог видите, это и есть рыночно-нейтральный подход. Забудь про угадайку, сегодня я покажу, как работает эта стратегия на практике. Итак, как же работает парный трейдинг? Я попробую объяснить тебе на пальцах без высшей математики, чтобы понял даже новичок. Смотрим на график. У нас есть 2 актива, например, биткоин, красная линия, и эфир, зеленая линия. Обычно они ходят парой, куда один, туда и второй. В целом весь крипторынок ходит примерно всегда в одну сторону, за некоторые исключениями. Это называется корреляция. Но иногда происходит сбой. Видите момент посередине? Один улетел вверх, второй отстал, и между ними образовалась дыра. Это и есть спред. В этот момент мы не гадаем, куда пойдет рынок, мы делаем вилку, так называемую. Тот актив, что вырос слишком сильно, эфир, мы шортим. А тот, что отстал, биткоин, мы лонгуем. Мы ставим на то, что они как магниты снова притянутся друг к другу. И как только линии снова сходятся, мы закрываем обе сделки и забираем эту разницу. Теперь следующий слайд. Покажу магию. Почему нам плевать на тренд? Представьте, мы вошли в сделку и весь рынок пошел вверх, to the moon. Смотрите на цифры справа. Наш лонг по биткоину заработал $102. Наш шорт по эфиру, естественно, ушел в минус на $100. Но нам все равно, потому что плюс перекрыл минус. Итоговый результат $2. Мы заработали чисто на схлопывание спреда. И то же самое наоборот. Рынок обвалился, все летит в ад. Если страшно, нет, не страшно. Смотрим математику. Теперь наш лонг по биткоину в убытке, минус $100. Зато шорт по эфиру приносит прибыль $102. Итог то же самое. $2 наша прибыль. И понимаете теперь суть? Это не магия какая-то, это статистика. Мы зарабатываем не на росте или падении крипты, мы зарабатываем на том, что неэффективность, спред, всегда возвращается к норме. Глубокую теорию я разберу в других видео, довольно сложная теория.
Поэтому сейчас просто давайте посмотрим, как этот индикатор делает всю эту математику полностью за вас. Итак, друзья, сейчас покажу, как работает все на практике, на живом графике. Покажу сам индикатор, как он работает, что у нас здесь есть внутри. Начнем с того, что мы при добавлении индикатора на график получаем осциллятор внизу экрана, вы видите. Дальше мы получаем таблицу бэктеста. Это результаты этой стратегии на истории по этой паре и текущий трейд, то есть результаты по текущему трейду. Как работает сам осциллятор и отклонение. Смотрите на синюю линию и на нулевую линию посередине осциллятора. Нулевая линия — это баланс между двумя активами. То есть когда синяя линия находится около нуля, это значит пара активов, она находится в балансе. Как только мы получаем отклонение больше 2, справа здесь значение можно увидеть, больше 2, мы входим в сделку. То есть это является уже сильным отклонением от нормы. И мы в этот момент входим в сделку. Входим в сделку по одному активу мы входим long, по второму активу в short и ждем, когда синяя линия, то есть отклонение, вернется к норме, к нулю. И в этот момент мы фиксируем сделку. Как это выглядит на практике? Допустим, вот у нас есть график Dogecoin и вторая монета PNUT. Дальше у нас мы немножко прокрутим график. Появляется отклонение от нормы, то есть больше 2 отклонения снизу. Получается, первый актив А, Dogecoin, мы лонгуем, а второй актив PNUT мы шортим. Если скор находится снизу осциллятора. Ну, можно на это не смотреть, так как об этом точнее не думать, так как есть таблица текущего трейда, в которой сразу же показывается, что нам нужно шортить, что нам нужно лонговать, на какую сумму это надо делать и все остальные данные, которые нам нужны. Но важно держать в голове, что мы при отклонении входим в сделку и можно ориентироваться на текущий трейд, таблицу текущего трейда. Далее мы получили отклонение, вошли в сделку. При ходе сделки мы увидим в таблице изменяющиеся данные, то есть мы будем видеть полностью, какой актив дает прибыль, какой актив дает убыток и какой общий PNL по этой паре. Дальше мы получаем отклонение, ждем схождения в нуле и получаем схождение в нуле. То есть здесь мы закрываем нашу сделку. И по итогу мы получили прибыль по этой сделке $55. То есть профит по Dogecoin у нас составил $32, профит по PNUT у нас составил $23. Общая прибыль составила $55. То есть отклонение произошло, мы вошли в сделку в этой точке и закрылись, когда скор пришел в ноль, то есть в норму для этой пары. Далее, таблица бэктестера. Мы здесь видим текущие данные по данной паре: профит, win rate, профит фактор, количество трейдов, выигранных трейдов и проигранных трейдов. И среднее время в сделке по этой паре, по конкретному входу. Как эта стратегия в целом работает? То есть есть начальное первое отклонение, да, там на скор -2 или +2. Вот в этих точках мы входим в сделку. И при дальнейшем отклонении, если сделка получила больше отклонения, допустим, здесь мы не начали возвращаться, как произошло это здесь, а мы начали еще больше отклоняться к второму скору, к третьему скору, к четвертому скору и так далее, мы здесь усредняем нашу позицию, то есть добираем нашу позицию по той логике, которую мы забьем в индикаторе в настройках, про которые я расскажу немножко позже. Сейчас я объясняю просто логику, как это работает. То есть мы можем усреднить в этой позиции при отклонении больше 3, больше 4 и больше 5. Вот эти отклонения и где мы можем усреднять позицию, мы гибко настраиваем в настройках индикатора. И бэктестер считает все эти входы отдельно, показывает по каждому входу количество этих входов, количество
проигранных трейдов, выигранных трейдов по входам и общая статистика, то есть общий win-rate, общий профит-фактор и так далее. То есть каждое отклонение, оно считается в отдельности. И мы можем видеть в таблице бэктестера то, что общих полностью всех позиций было 80 штук, 80 трейдов. Далее, второе отклонение, вот это, да, получили 31 трейд. То есть 31 трейд отклонились больше, чем на одно отклонение, на одно стандартное отклонение. Дальше, на третье отклонение, вот эта линия, получила уже 13 трейдов. То есть 13 трейдов отклонились больше, чем сейчас мы получили, да, вот к этому отклонению. И всего 6 трейдов отклонились на максимальное расхождение, то есть в эту точку. И произошел добор в этой точке уже на четвертый вход, на четвертое усреднение точнее. И по каждому входу есть отдельная статистика с количеством входов по этому отклонению и так далее. То есть общая стратегия, чтобы вы понимали, выглядит таким образом. Происходит отклонение, набирается первая позиция. Если позиция не пошла к нулю, а пошла против нас, мы набираем еще следующее отклонение, берем тоже усреднение. Если опять же не пошло, опять усредняем, и так до 4 раз. Все прописывается в логике индикатора, то есть мы можем не усреднять позицию, мы можем, допустим, стоп-лосс ставить. То же самое это работает как для обычного трейда, да. Стоп-лосс мы можем поставить, что больше какого-то убытка мы не можем получить. То есть, но по статистике здесь при четвертом отклонении, это сильное отклонение, когда мы отклоняемся больше 5 по скору. На этой паре мы из 6 раз все 100% возвращаемся к нулю и получаем профит. То есть усреднение имеет смысл в этой стратегии, но дополнительно мы можем использовать и стоп-лосс, и take-profit и так далее. То есть по дефолту текущая стратегия имеет около 80-85%, но дорабатывая эту стратегию дополнительным входом, большим входом начальным, мы можем эту стратегию как бы контролировать и улучшать показатели win-rate и другие показатели. Допустим, мы можем войти не при втором отклонении, а при четвертом и сделать всего один добор на 5-м отклонении. И наша статистика получит всего 13 трейдов на истории, 84% win-rate и профит-фактор уже выше. Соответственно, мы имеем лучшую статистику по профит-фактору, меньше трейдов, но мы берем более вероятные трейды, так как при сильном уже отклонении мы входим в сделки. Поэтому здесь все гибко настраивается, вы можете дойти до win-rate. У меня были некоторые пары, которые я доводил до 95% win-rate по истории, на истории. Поэтому это имеет смысл, и над этим стоит работать. Я расскажу это и в этом видео, и в отдельных видео расскажу, как можно улучшить данную стратегию и как ее лучше всего торговать. Теперь я бы хотел показать слайд, на котором бэктест одной из стратегий, про которую я сейчас расскажу. Мы недавно запустили сервис по написанию кастомных индикаторов для клиентов. И суть этого сервиса очень простая. У нас огромный накопленный опыт по разработке индикаторов, стратегий, алготорговли и разного рода концепций трейдинга. И суть сервиса в том, что если у вас есть стратегия торговли или идея, которую вы хотите реализовать в виде индикатора, мы можем это сделать. Наш накопленный опыт позволяет реализовать любую задачу, которая у вас есть. И на слайде два бэктеста. Первый, который находится сверху, это стратегия, которую мы реализовали по техническому заданию клиента. И после реализации бэктест показал не очень хорошие результаты на истории. Но мы с клиентом пообщались, подумали вместе насчет его стратегии и улучшения. И реализовали уже несколько новых версий с доработками на основе нашего опыта.
и получили бэктест номер 2, который находится снизу. Результаты этого бэктеста были уже намного лучше и в целом давали профит на дистанции. Поэтому если у вас есть стратегия, по которой вы торгуете вручную, но хотите превратить ее в полноценный индикатор или автоматизировать, обращайтесь к нам, мы с радостью вам поможем реализовать ваши стратегии или идеи в жизнь с нашим многолетним опытом в разработке. Ну и конечно же все ссылки будут в описании под этим роликом с ссылкой на мой телеграм-канал, в котором вы найдете более подробную информацию про разработку, и с контактами менеджеров, к которым вы можете обратиться, или ко мне лично можете написать, и я помогу вам в разработке ваших идей. Итак, теперь давайте вернемся к индикатору, и я покажу еще пару очень крутых фишек. Первое — это график доходности данной пары. В осцилляторе вы можете увидеть этот график и оценить то, как вела себя данная пара на истории. Были ли просадки или их не было, и график ровный. А также есть таблица результатов бэктеста. Вы можете увидеть более 21 метрики, которые мы добавили в данный бэктестер, которые показывают доходность, количество трейдов, профит-фактор в разрезе входов, в разрезе лонговых и шортовых позиций и другие метрики, такие как просадки, средние значения отклонений, рекомендованный хедж и другие показатели, которые помогут вам лучше торговать данную пару. Также есть показатель рекомендованного хеджирования, коэффициента хеджирования. Что это значит и для чего он нужен, я покажу на примере слайда, на примере которого расскажу, как это работает. Итак, как же работает хеджирование в парном трейдинге? Классическая стратегия: если мы хотим войти в позицию на 100 долларов, мы делаем это 50 на 50, то есть 50 долларов ставим в лонг по одному активу и 50 долларов ставим в шорт по другому активу. И при схождении в балансе мы закрываем оба трейда и получаем прибыль. Но эта стратегия подходит для одинаково волатильных инструментов, активов, которые, например, такие как биткоин и эфир. Но если мы берем два актива с разной волатильностью, в таком случае классическое хеджирование может не работать или работать хуже. Например, возьмем пару биткоин и Dogecoin. Пока биткоин пройдет расстояние в пару процентов на графике, Dogecoin может пройти 10-20%, и это считается разноволатильной парой. В этом случае лучше будет применять умное хеджирование. То есть мы будем ходить в позицию на те же 100 долларов, но с разным объемом в лонг и в шорт. И распределение уже будет, к примеру, не 50 на 50, а 70 на 30. В зависимости от того, какой актив волатильнее и как они двигаются. При умном хеджировании вы получаете меньше зависимость от тренда, стабильнее результаты на истории, на дистанции, и, конечно же, лучше работает это на разноволатильных парах. Теперь вернемся к индикатору, и я покажу, как это выглядит в настройках самого индикатора. Вы видите раздел, который относится непосредственно к хеджированию, и при включении данной функции бэктестирование будет применять коэффициент для входа в сделки, чтобы увидеть, как это хеджирование работало на истории. На некоторых парах это может работать лучше с хеджированием, на некоторых лучше без хеджирования, поэтому тут все зависит индивидуально от пары, но в любом случае результаты стратегии вы можете увидеть в таблице бэктестирования. В настройках еще очень много всего, что вы можете настроить под себя и свою стратегию торговли, но я бы хотел обратить внимание на раздел с настройками уведомлений. С помощью данного раздела вы сможете настроить уведомления о расхождении пар, о усреднении, о закрытии позиций. Кроме того, вы сможете настроить ботов для торговли данной стратегии полностью автоматически. Вы сможете сделать это с помощью нашего терминала, про который я расскажу в отдельном видео, так как это заслуживает отдельного видео. Но важно понимать, что вы можете полностью автоматизировать данную стратегию, и боты будут торговать по данной стратегии без вашего вмешательства. Итак, чтобы получить данный индикатор, переходи в мой телеграм-канал по QR-коду. Там я напишу о том, как получить доступ, и читай описание под этим видео. Также поставь лайк данному видео и напиши комментарий, торговал ли ты данную стратегию, какие у тебя были результаты. Спасибо за просмотр видео. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Пока.